Добрый день, дорогие зрители канала недвижимости АНБ. Мы идем в свой очередной репортаж с живописного места Подмосковья, Клинского района. Это СНТ Эврика. Находится оно в лесу, недалеко от деревни Елена. И хотим познакомить вас с уникальным домом. Ну, что сейчас рассказывать, давайте я вам лучше его покажу, заодно и расскажу там уже на месте. Пойдемте посмотрим. Хочу показать вам вот заезд. Это вот заезд в это СНТ. СНТ находится в лесу. Дорога у нас везде асфальтированная. Чтобы не тратить время, по ней я гулять не буду. Там она будет выходить на основную дорогу, которая ведет в Афроловское, в Елено. Мы покажем вам лучше вот то, что здесь есть. Вот подъезд к дому, вот асфальтированная дорога. Вот основная часть СНТ Эврика. И вот вы видите поворот со шлагбаумом. Нам нужно именно сюда. Сократим немного дорогу. И вот из-за елочки появляется наш шикарнейший дом. Смотрите. Дом находится в лесу. Смотрите, вокруг лес. За забором лес. С другой стороны лес. Внизу протекает ручей. Название не знаю. Давайте посмотрим. Попадаем на участок. Ухоженный участок. Здесь у нас замаскирован колодец. Из колодца вода в дальнейшем будет попадать в дом. Мы все вам сейчас покажем. Наш участок. Растут на нем как плодовые деревья, так и березки, и елочки. Ели, я бы сказал, здоровые. Смотрите, площадка. Сюда летом ставится бассейн. Люди загорают. Наш дом. Дом из бруса. Оббит таким блокхаусом. Брус 150 на 150 утепленный. Ленточный фундамент. Участок, стоянка. На стоянке могут как 2, так и 3 машины поместиться. Хозблок. Вот он, наш дом. Сегодня очень солнечный день. Погода замечательная. Это у нас баня. Давайте посмотрим. Смотрите, находимся мы словно в сказке. И заходим из сказки в баню. Включаем свет. Предбанник. И запах. Жалко, что нельзя передать запах. Этот запах вот именно бани. Запах веников. Не могу найти выключатель. Ага, вот. Вот он. Здесь немножко тусклый свет. Но, в принципе, все видно. У нас баня. Баня такая каменная, из кирпича, с камушками. Старая русская баня с вениками. Выходим из бани, попадаем опять в сказку. Тишина, птички поют.
Пойдемте посмотрим дом. Зайдем на секундочку, посмотрим, что у нас за домом. Здесь строится новая опалубка. Еще я не показал вам одну тайную калитку, которая выведет нас сразу в лес. Для любителей собирать грибы это просто тайная дверь, которая будет манить их все лето и осень. Вот она, видите, ее даже не заметил сначала. Мы вышли, смотрите, точно в сказке. Такой мостик и лес. И тропинка пошла в лес за грибами. Хоть сейчас бы пошел бы сразу, но грибы, к сожалению, еще не выросли. Красота неописуемая, ребята. Конечно, любители природы этот дом точно должен заинтересовать. Какая там за граница? Не надо ехать никуда. Все здесь, все у нас здесь. Ну, пойдемте, пройдемте теперь в дом. Покажу, что у нас внутри. Сделаем паузу, разуем. Из прихожей мы попадаем в кухню. Вот такую уютную кухню. Используется баллонный газ. Также в поселке есть летний водопровод. Вода сейчас сюда поступает из летнего водопровода. Вот она, видите, кухня. Симпатичная очень. Из кухни мы попадаем в холл, к лестнице, которая ведет на второй этаж. Видите. Сразу зайдем в гостиную на первом этаже с камином. Кто они? Смотрите, у нас на стеклах решетки. Помимо решетки идет еще у нас, как они называются, рольставни, которые, смотрите, как закрываются. И в результате дом у нас становится крепостью. Не попадет сюда никто, в том числе и свет дневной. Вот. Такая у нас уютная гостиная. Красивый камин, отделка около камина. Симпатичная. Смотрите, какая обстановка. Красивый дом. Красивая гостиная. Пойдемте посмотрим дальше. Попадаем опять в холл. Здесь у нас окно выходит к лесу за забором. Смотрим дальше. Тут и печка у нас с этой стороны тоже есть. Здесь, смотрите, здесь тайная комната. Вот эта тайная комната, включим здесь свет, она у нас подразумевает, что в будущем здесь будет душевая кабина, умывальник, туалет. Все это уже делается, ведется. Работы в этом направлении идут. Так что можно это будет доделать самому. Это не так и долго и дорого по сравнению с таким качественным домом. Вот смотрите, какой здесь брус. Я вам хочу показать срез. Это вот брус, из чего построен дом. Естественно, он еще с двух сторон утеплен и зашит. Посмотрели у нас будущий санузел. Посмотрели мы будущий санузел. Пойдемте посмотрим второй этаж. Поднимаемся по лестнице. Вот у нас
Окно, опять же, в лес. Красивый вид. Попали мы на второй этаж. Заглянем сразу в большую комнату, она же детская. Смотрите, как здесь светло. Просторная комната, огромные окна, красивый вид во двор. Опять все, что я вам уже показывал, это вот теперь сверху так выглядит. Очень красиво. Вот так у нас выглядит наша комната. Также внутри, смотрите, отделка локхаусом. Да. И потолок в том же стиле. Потолки высокие, не низкие. Вот, смотрите, какая оригинальная люстра. Замечательный дом. Дом предназначен для круглогодичного проживания. Строился, естественно, для себя. Денег не жалели. Также на втором этаже есть еще одна комната. Поменьше. Она используется как спальня. Вот вы видите, какой здесь интерьер. Рассада. Будущее растения. Шкаф. Оригинальные шкафы, встроенные в стенку. Все стилизовано под дерево. Опять же, посмотрим отсюда вниз. Наш участок. Стоянка для машин, заезд и лес. Опять же, с другой стороны. Со всех сторон лес. Не дом, а сказка. У нас прихожая. На первом этаже мы уже были. Еще раз взглянем на детскую, потому что, ну, замечательная комната. Просторная, замечательная комната. Дети в восторге. Какой город? Никто отсюда уезжать не хочет и никогда не захочет. На этом наша экскурсия подходит к концу. Пока-пока. За данным домом обращайтесь в агентство недвижимости АНБ. Звоните, не упустите свой шанс. До встречи. С вами был Алексей Галкин. Всем привет. Не прощаюсь. До скорых встреч.